Поговорим немножко про японцев. Не приезжайте в Японию без языка. Японцам в целом интересно общаться с иностранцами. Вот, я верю в вас. Что, всем привет. Это «Поговорим. Часть 2». Вот. Я сейчас нахожусь в городе Чиба. Все, поехали. Поговорим немножко про японцев, да, вообще, кто это такие, вот, что за люди, да. Японцы в большинстве своем спокойные, рассудительные люди, сдержанные на эмоции, просто как бы в общении. То есть никогда не говорят там просто так, всякую. Если кто не знает, что 200 лет остров был вообще изолирован. Там это вот как эпоха Эда называется. Там 1600, там, не помню, 10-й год по там 1800, там 65-й, что ли, где-то такие года. То есть остров был в прямом смысле слова изолирован. Иностранцам было запрещено вообще приплывать сюда. Только там в отдельных местах, в портах, там на острове Кюсю, что ли, только там на маленьком острове можно было торговать иностранцам. Вот, и ну даже как бы гулять, просто въезжать в страну нельзя было. То есть поэтому здесь только японцы, да, так сказать, азиаты. Но в последнее время, на самом деле, иностранцев, да, много приезжает сюда. И очень много китайцев. На самом деле, вот, прямо у меня очень много друзей китайцев. И смешанных браков очень много. Вот. Поэтому вот как-то оно вот так вот происходит. У меня уже за сколько лет я живу в Японии, очень большой опыт общения с японцами, и там с китайцами, и с другими иностранцами, вьетнамцами. Ой, очень много, монгольцы и так далее. Ну, конечно, в основном японцы. И ну, вообще, на самом деле, мне нравится, так сказать, японцы, их стиль жизни, как они одеваются, как они общаются, вот язык, да, немножко попозже поговорим об этом. Мне очень нравится вообще вот стиль жизни японцев, японок, вот, как одеваются люди, вот, ну, вообще как живут, то есть люди спокойные, люди уверенные в себе. Ну, конечно, не все, да, есть, конечно, и всякие там, да, бездельники, и там отаку, вы, наверное, слышали, да, которые там сидят, играют круглосуточно, да. Ну, гуляя по улице, просто люди в большинстве своем приятные всегда. И поэтому я всегда с наслаждением гуляю в любом месте страны, что я очень много уже путешествовал по стране и собираюсь путешествовать. Вот, вообще хочу все Тодофу-кен, так сказать, посмотреть по-японски, да, это, ну, как все префектуры Тодофу-кен. То есть Хоккайдо, да, То это Токио, Хоккайдо это вот До, Фу это Осака и Киото, да, расшифровка вот этого слова. И Кен, ну, это вот префектуры. То есть всего, по-моему, 47, так сказать, административных единиц. Вот, я на самом деле, вот регион Канто все посмотрел уже. Это, получается, сам Токио, да, Сайтама, Канагава, Кен, Чиба, вот, да, где я живу, Чиба Кен и Ибараки Кен. По-моему, вот это весь регион Канто. Я везде был, это вообще шикарное место для жизни, на самом деле. И бесконечно здесь можно гулять, просто вообще. Ну ладно, так
мне что-то немножко понесло. Ох, самолеты, конечно, летают над Чибой, это вообще супер. Японцам в целом интересно общаться с иностранцами, да, но не со всеми, я бы сказал, а с западными, да, иностранцами с Запада, так сказать. Европа, Америка, да, Россия, конечно, обязательно. Вот. Поэтому приезжайте, не бойтесь, кто хочет, и парни, и девушки, и всем интересно, не всем, многим на самом деле не интересно, многие там японцы погружены в себя. Просто я уже заранее сказал, что люди, тараканчик бегает. Люди спокойные, просто живут, наслаждаются жизнью, ни о чем не беспокоятся, никуда не спешат. Вот. И кому интересно, таких много людей, они всегда будут рады общаться и встречаться. Для этого есть и, так сказать, специальные, да, приложения для знакомств через интернет. И просто, например, языковой обмен, да, русский, английский, там, на японский, да. И, конечно, если вы там парень или девушка, да, и хотите встречаться, понятное дело, да, с парнем или девушкой, то есть, пожалуйста, миллион, так сказать, приложений для знакомств, и там можно познакомиться. Вот, поэтому все в ваших руках, дерзайте. Если вы еще не подписались на канал, пожалуйста, сделайте это. Мне это очень важно на самом деле. Лайкните, там, дизлайкните. Напишите какой-нибудь комментарий, просто плюсик, я там, не знаю, минус. И все, мы идем дальше. Так, я плавно перейду к японскому языку, да, вообще. Вот, то есть, я в заметке тут все написал, да. То есть, да, я говорю 3 темы, да, вот. То есть, одна... Я уже рассказал немножко про японцев, поговорил, то, что сейчас мне пришло в голову. Вторая, вот, то есть такая большая тема, которая состоит из 2 тем. Японский язык. Вот, первое, это не приезжайте в Японию без языка. Серьезно. Как я уже ранее говорил, что в Японии, да, живут японцы, да, 95%, может там больше, да. И там 80% из них, они либо вообще не знают, либо очень плохо знают, хотя бы там даже английский язык, понимаете? Вот. Поэтому и сюда приезжать без языка, это, честно, это очень тяжело. И если вы приезжаете как турист, пожалуйста, на 2 недели, в принципе, с переводчиком, что там погулять, я думаю, в принципе, нормально. Отдохнуть, может там с кем-то попробовать поговорить на английском языке, это вот типа окей. Но если вы собираетесь приезжать в Японию жить уже, да, учиться, жить, там, жениться, не знаю, какая у вас есть цель, пожалуйста, не приезжайте в Японию без знания японского языка, хотя бы минимального. А лучше, вот, есть градации языка, от N5, самый слабого, до N1. Приезжайте, пожалуйста, хотя бы с уровнем N4. Вот. То есть, если вы уже изучаете язык, вы, наверное, это понимаете. Вот. Кто впервые услышал, можете сами поискать. Это уже, в принципе, такой базовый, так сказать, японский язык, где вы можете сказать, что я, например, хочу идти туда-то, или я проголодался, да, какие-то можете уже читать иероглифы. Хотя бы с уровнем N4, пожалуйста, приезжайте вот на проживание, жить сюда. Потому что если вы приезжаете с N5, либо вообще без языка, будет очень тяжело, понимаете? Это будет просто мука. И у меня на самом деле очень много друзей, знакомых, кто уже уехал из Японии по причине того, сейчас немножко проедет скоро,
Вот. Мои друзья уже многие уехали домой, да, потому что они не смогли здесь прижиться. Потому что у них был слабый язык, они не смогли его освоить. Э, То есть, и они говорят, что вот я не люблю Японию, все, Япония меня не приняла, плохая страна, плохие люди, плохая еда, знаете, понимаете, и так далее. То есть человек, он не смог здесь жить, не смог здесь адаптироваться. И это все от чего пошло? От того, что он приехал сюда с нулевым языком. И он думал, вот сюда он приедет, так как он живет в этой стране, он все будет спокойно учить, выучить, знаете, оно как вот ляжет само на голову. Такого не будет. Если вы, конечно, какой-то там гений, 1 на миллион, наверное, у вас все ляжет. Просто в один раз прочитаете и уже сразу запомнил, да, минусом коничева, ватачи no namae Денис Дэс, yoroshiku onegai itashimаsu, kyou wa ii tenki desu ne, ватачи wa доуга цукутте имасу, хай, хажимемашou. Если вы уже, конечно, так можете, я субтитры, да, сделаю. Если вы, конечно, вы такой гений и сразу уже поняли, что я сказал, даже ничего не изучая, конечно, приезжайте сюда без языка. Всем другим, пожалуйста, учите язык. Так, и крайняя тема, о которой бы хотел бы в этом видео поговорить, это перевод русский японского языка, да, японского на русский язык, да. То есть вот эта русская транслитерация, так называется, да, и трудности вот этих всех вещей, хотел бы сейчас немножко об этом пообщаться. То есть в своих видео я всегда буду, я, наверное, еще потом шортс сделаю, и всегда буду говорить какие-то японские вещи и говорить вам, как это звучит в Японии, как это звучит и на других языках, но не как это звучит на русском языке, потому что на русском языке японский звучит он немножко по-другому. Вот, например, да, я сейчас снимаю видео в Чибе, да, гуляю по Чибе, да, но это по-японски и по-английски, то есть, но по-русски это будет город Тиба и префектура Тиба, то есть не Чи, а Ти. Также вы, наверное, слышали, например, вот знаменитый перекресток Шибуя, да? По-японски и по-английски это будет Шибуя, но почему-то по-русски это будет Сибуя, район Сибуя, перекресток Сибуя, станция метро Сибуя. Вот. Я в своих видео всегда, то есть, буду говорить, как говорят здесь, потому что я живу здесь, я общаюсь как здесь, то есть я не вижу смысла, то есть говорить как бы для себя, да, неправильно, так сказать, как здесь не говорят, и вас учить, то, что, вы интересуетесь, наверное, Японией, да, если вы смотрите это видео, и вы, хотите сюда приехать, или, не знаю, уже приезжали, и, так сказать, ностальгия. Я не буду говорить русской транслитерации никогда. Вот, я немножко исследовал, почему, то есть, звуки в переводчике японских слогов, да, там букв, так сказать, звуков, они другие в русском языке. Вот, узнал, что есть система Поливанова. То есть такой был ученый 100 лет назад. Вот представляете, 100 лет назад, вот он, когда никто не говорил, наверное, и русский, кто-то, наверное, жил, да, эмигрировал, 100%, да, после революции, это 100%. Эмигрировали, да, люди. И вот он тогда, видимо, изучал, конечно, спасибо ему, что он перевел там, да, вел какую-то систему, да, русского японского языка. Как по мне, это все уже давно устарело. Вот, поэтому, пожалуйста, если кто-то смотрит меня из, не знаю, Министерства образования Российской Федерации, или не знаю, кто отвечает вообще за
перевод русско-японского языка, пожалуйста, там мужик или женщина, пожалуйста, я верю в вас, как-то продавите, что это нужно все реформировать. Вот. Вот, я верю в вас. Также, ну, что еще сегодня сказать, что японцы, да, хотят и общаться, и, пожалуйста, приезжайте в страну, кто хочет. Еще крайне хочу сказать, что японский можно выучить, в этом нет ничего сложного, это нужно только трудиться, и, пожалуйста, все в ваших руках. То есть у меня сейчас уровень N2, и в этом году вот я попытаюсь стать уже N1, то есть это максимальный уровень. Конечно, вряд ли я сдам, но если я сдам, то, конечно, получится, вот. Но либо в этом, либо в следующем году я точно сдам. Вот, ну, постараюсь, сделаю все, что возможно. Кстати, хотел немножко обсудить комментарии на прошлом видео, поэтому спасибо вам большое, что посмотрели, что подписались. У меня 26 подписчиков, ура! Это очень здорово. Честно, я даже не думал, что столько подпишется с первого видео. Вообще, как это видео нашли. И вот, всем спасибо большое. То есть, так сказать, по-японски мите куритай аригато. Вот. И сейчас немножко хотел разобрать комментарии. Поэтому вот пишет Андрей Гордеев. То есть удачи, Япония необычно интересная, своеобразная страна, другая жизнь, Япония жжет и так далее. Ну, спасибо большое. Ну, да, согласен на самом деле, да, своеобразная. Это супер, да, согласен полностью с этим комментарием. Потом Светлана Борисова. Привет, хорошее видео, снимай больше, нам интересно. Спасибо большое, вот. Это на самом деле очень приятно. Вот, я постараюсь. Дальше вот, магистр. Зона комфорта – это опасная ловушка, стоит всегда развиваться. Курсы, новые хобби, путешествия. Короче, все это помогает раскачать себя. Полностью согласен. Если ты вот как бы останавливаешься чем-то, все, ты затухаешь просто и физически, и психологически. Да, это так. Далее Алекс Морозов. Удачи каналу. Кстати, расскажи немножко свою историю. Думаю, будет интересно людям. Спасибо. Постараюсь. Про свою историю, на самом деле, я сделал бы это отдельный ролик для этого, потому что это очень, на самом деле, ну, хочется как-то нормально сделать, да, не так сказать 5 слов, тоже минут на 15, может даже больше. Ну, кратко могу сказать, что я приехал сюда, наверное, как и многие, по студенческой визе, приехал в школу японского языка, вот, а сейчас я учусь в IT-колледже, вот, поэтому как бы продолжаю жить, как-то так. Если коротко, оно вот так вот. Вот, поэтому я обязательно сделаю видео, но когда оно будет, я пока не знаю. Ладно, и вот идем дальше. Тимофей Ештубаев. Молодец, но поменьше, так сказать, жду новых видео. Да. Я когда монтировал, я тоже это заметил, что это, так сказать, на самом деле было трудно что-то снимать впервые. Сейчас я уже, конечно, так немножко освоился. Но как будет больше опыт нарабатываться, я же не блогер, ну, сейчас уже, может, уже, конечно, я уже ютубер, да, как будет увеличиться опыт, я постараюсь фильтровать, так сказать, свою речь. Спасибо большое. Так, Сергей, попробуйте снимать прогулку отдельно, а потом накладывать аудио по сценарию. Очень много пауз и мало полезной информации за единицу времени. Но очень интересно узнать больше про Японию, поэтому лайк и подписка. Я уже там тоже ответил, что спасибо большое, что подписались и лайкнули. На самом деле это очень важно для меня.
Вот, поэтому тоже постараюсь, как и вы написали, я думаю, и так буду пробовать. Спасибо большое. Ну, вот такое вот у меня видео сейчас сегодня получилось. Вот такая небольшая прогулка по городу Чиба. Прекрасный город. А как вот, кстати, вам? То есть я люблю этот город. Вообще очень здорово. Поэтому спасибо за просмотр. Так сказать, мите курите аригато. Тороку шите кудасай. Вот, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте там дизлайки, пишите какие-то свои мысли, я постараюсь на все это ответить. Вот, поэтому жду вас на канале. Все, увидимся в другом видео. Все, пока-пока. Вот стекло немножко покоцалось.